Доброго здоровья, с вами Руслан, и сегодня я продолжу рассказ про тайную космическую программу и темную инопланетную коалицию. За фасадом официальных космических агентств десятилетиями существовала совершенно иная реальность освоения космоса. Сверхсекретная иерархия проектов, технологий и миссий, известная как Тайная космическая программа ТКП. Согласно свидетельствам инсайдеров, это не просто альтернативная космонавтика, а арена многовековой войны между темными и светлыми силами за будущее человечества. ТКП зародилась в недрах нацистских исследований 1930-х, но настоящий рывок произошел после 1947 года, когда США начали интегрировать захваченные немецкие технологии и заключать договоры с инопланетными расами. В 1960-м программа разрослась в несколько ключевых направлений. Солнечный страж – это флот из 8 кораблей, маток и 43 крейсеров, патрулирующих Солнечную систему. Темный флот – это военные силы, контролируемые рептилоидами Драко. Проект «Зеркало» включает в себя машины времени для просмотра альтернативных временных веток. Программа 20 и обратно. Программа, где агенты служат 20 лет в космосе, но возвращаются обратно в тот же момент благодаря временным технологиям. За кулисами официальной истории космических исследований скрывается правда, которая могла бы перевернуть представление человечества о своей роли во Вселенной. Согласно свидетельствам инсайдеров, Тайная космическая программа ТКП никогда не находилась под полным контролем людей. Ее технологии, миссии и долгосрочные цели на протяжении десятилетий формировались под влиянием 3 ключевых инопланетных групп – серых пришельцев, рептилоидов и высшей касты Драко. Каждая из этих рас играет особую роль в глобальной системе управления человечеством. Кроме этих рас есть и другие, которые присоединились к империи Драко, темной инопланетной коалиции. Раса инсектоидов, богомолоподобные существа, аннунаки, часть орионцев из звездных систем Бетельгейзе и Ригель, отступники-предатели из скопления Плеяд, отколовшаяся фракция, отступники Слиры, гибридная раса кошачьих паскатов. Серые пришельцы из системы Дзета-сетки выступают в роли технических специалистов ТКП. Они биороботы, созданные Драко, поставляют технологии и проводят генетические эксперименты. Их методы – похищение людей, имплантация чипов, создание гибридной расы. Их безэмоциональная эффективность и продвинутые технологии сделали их идеальными партнерами для земных правительств, заключивших с ними роковую сделку. Большинство технологий, используемых в секретных космических кораблях, от антигравитационных двигателей до нейроинтерфейсов, были получены именно от серых. Однако эти дары оказались троянским конем. Каждый чип, каждый луч содержит скрытые функции, позволяющие серым в любой момент отключить или перенастроить системы. Их главная задача в ТКП – генетические эксперименты. На подземных базах, таких как печально известный комплекс Дульси, они ведут масштабную программу по созданию гибридной расы, сочетающей покорность людей и интеллект серых. Рептилоиды представляют собой более древнюю и опасную силу. В отличие от искусственных серых, это естественная эволюционная ветвь.
происходящая из системы Альфа-Дракона. Их роль. Они контролируют стратегию ТКП через телепатию и земные элиты. В иерархии ТКП они занимают командные позиции, контролируя стратегические решения и долгосрочное планирование. Их методы включают прямое психологическое манипулирование через телепатию и внедрение агентов в ключевые правительственные структуры. Многие высокопоставленные операторы ТКП, сами того не осознавая, находятся под влиянием рептилоидного контроля. Эти существа обладают уникальной способностью воспринимать многомерную реальность, что делает их бесценными для межзвездных миссий. Именно рептилоиды курируют самые засекреченные аспекты программы, эксперименты с временными порталами и черными дырами, которые проводятся на скрытых станциях в поясе Койпера. Однако истинными хозяевами этой системы являются Драко, высшая каста рептилоидной цивилизации, достигшая непостижимого уровня развития. В отличие от своих подчиненных, Драко имеют более высокий рост и уровень развития. Их роль в ТКП можно сравнить с акционерами корпорации, определяющими общее направление, но не вмешивающимися в повседневные операции. Они – главные кураторы ТКП. Через сеть квантовых коммуникаторов, скрытых в черных дырах, они передают приказы, которые затем реализуются через иерархию. Главная цель Драко – трансформация Земли в ферму, производящую два ключевых ресурса – генетический материал для их экспериментов и энергию низкочастотных эмоций – страха, ненависти, отчаяния, которая питает их многомерные структуры. Империя Драко также осуществляет добычу полезных ископаемых в Солнечной системе. Взаимодействие этих трех групп создает чудовищно эффективную систему контроля. Серые обеспечивают технологии и исполнение, рептилоиды – стратегию и управление, а Драко – высшее покровительство и связь с темными силами Вселенной. ТКП, первоначально создававшаяся как человеческий проект, постепенно превратилась в инструмент для реализации их многовекового плана. В империю Драко, темную коалицию пришельцев, также входит раса инсектоидов, мантиды, богомолоподобные. Они около 3 метров ростом, большие глаза, длинные тонкие конечности. Их роль – контроль за генетическими экспериментами, помощь в создании гибридных рас. Они – судьи в конфликтах между разными расами темной коалиции. Аннунаки – гибридная раса родом с Сириуса и Ориона, результат смешения рептилоидных и гуманоидных генов. Их роль – создание древних цивилизаций, Шумеры, Египет, модификация человеческой ДНК, внедрение культа богов-творцов, контроль через религию. Орионцы из Бетельгейзе и Ригеля – воинственная человекоподобная раса. Их роль в коалиции – контроль плазменных технологий, поставка оружия. Они активно участвовали в звездных войнах против светлых рас. Их цель – экспансия и подчинение слабых цивилизаций. Отступники-плейдианцы. Внешне это классические нордические пришельцы. Они совершили предательство, перешли на сторону империи Драко. Основная задача этой фракции – шпионаж, проникновение в коалицию светлых сил, дезинформация земных контактеров. Паскаты – отступники-предатели Слиры. Внешне они выглядят как гуманоидные прямоходящие кошки. У них густая шерсть,
светящиеся глаза, их роль в коалиции темных сил, разведка, работа в теневых операциях ТКП, диверсии, устранение неугодных контактеров. Но даже в этой мрачной картине есть проблески надежды. В последние десятилетия внутри ТКП сформировалось движение сопротивления. Инсайдеры, часто рискуя жизнью, работают над разоблачением истинных хозяев Земли. Они сотрудничают с позитивными внеземными расами, такими как хранители, подземная цивилизация, плеядианцы, позитивные инопланетяне Сириуса, Арктура, Андромеды и некоторыми другими, чтобы раскрыть правду и подготовить человечество к грядущему солнечному событию, космическому феномену, который может разорвать оковы многовекового порабощения. Далее рассмотрим, какие внеземные расы входят в светлую инопланетную коалицию, которая помогает землянам бороться с негативным влиянием Империи Драка. Подземная раса хранителей – древняя раса, ушедшая под землю перед катаклизмами. Похожи на людей, но более высокие и более совершенные, со светящейся сияющей кожей и глазами. Они помогают очищать ДНК от инопланетных имплантов, могут удалять рептильные генетические модификации, внедренные серыми, используют свои кристаллы времени, чтобы минимизировать ущерб от экспериментов ТКП с черными дырами. Они готовят контактеров для передачи знаний человечеству. В случае глобальной катастрофы их подземные города станут убежищем для избранных. Плеядианцы из скопления Плеяд, звезда Тайгета, Майя, Альциона. Их внешность. Они высокие, светловолосые, голубоглазые, классические нордические пришельцы. Роль в сопротивлении. Восстановление человеческой ДНК. Удаление рептильных имплантов. Плеядианские агенты внедрились в структуры ТКП, контролируемые рептилоидами для саботажа темных программ. Спасают похищенных людей из лаборатории серых. Через сны и медитации посылают контактерам образы будущего. Они выступают за мирное развитие человечества. Плеядианцы помогают активировать кристаллическую решетку Земли, которая усилит вибрации планеты и сожжет темные импланты. Борются с фракцией отступников с Плеяд. Имеют космический флот. Сириусяне из Сириуса А и Б. Невысокого роста, с голубой или светлой кожей. Выполняют роль ученых, исследователей, медиков, обладают высоким интеллектом. Есть также человекоподобные нордические инопланетяне с Сириуса. Эти группы борются с искусственным интеллектом, который контролирует Империю Драка. Имеют развитый космический флот. Арктурианцы из созвездия Волопаса. Высокие стройные существа с синей светящейся кожей и большими глазами. Могут проявляться в виде светящейся энергии. Роль в сопротивлении лечат похищенных и пострадавших от экспериментов в ТКП, удаляют темные импланты из биополя людей, помогают активировать кристаллическую решетку Земли. Андромедианцы. Звезда Мирах. Роль в сопротивлении. Отключают матрицу контроля на Луне. Создают защитные технологии против темной коалиции. Лирианцы. Лира, Вега. Прародина многих гуманоидных рас. Выглядят лирианцы как высокие светловолосые гуманоиды, почти как плеядианцы, или как паскаты, раса кошачьих. А роль в сопротивлении – борьба с отступниками с Лиры. Уничтожают рептильные лаборатории. В далеком прошлом, задолго до того, как на Земле появилась первая развитая цивилизация,
В системе Ориона существовала могущественная империя, управляемая рептилоидными и серыми расами. Они создали жесткую иерархическую систему, где одни виды служили другим, а свобода воли подавлялась. Их технологии позволяли манипулировать временем, сознанием и даже ДНК. Но вместо того, чтобы использовать эти знания во благо, они превратили их в инструменты контроля. Орионская империя расширялась, подчиняя себе все новые миры, но ее правление было основано на страхе и угнетении. В конце концов, покоренные народы восстали. Началась война, которая длилась не годы и даже не века, а тысячелетия. В нее оказались втянуты десятки звездных систем, включая Плеяды, Сириус и Лиру. Одним из самых мрачных аспектов орионских войн стали генетические эксперименты. Обе стороны, и имперские силы Ориона, и их противники создали гибридные расы, предназначенные для войны. Некоторые из этих существ были биороботами, лишенными эмоций, другие – сверхчувствительными существами, способными разрушать вражеские корабли силой мысли. Но самое страшное произошло, когда орионские ученые начали экспериментировать с душой. Они пытались создать расы, лишенные свободной воли, полностью подчиненные приказам. Многие из этих экспериментов провалились, породив мутантов и энергетических вампиров. Но некоторые успешные образцы стали предками тех, кто сегодня управляет Землей из тени. Когда Орионская империя окончательно пала, ее элита бежала. Часть ушла в систему Драка, другие нашли убежище в Солнечной системе. Именно они стали теми, кого мы сегодня называем рептилоидами или серыми. Они принесли с собой технологии контроля, которые до сих пор используются против человечества. Земля – это не просто планета, а поле битвы душ. Война, начавшаяся в Орионе, продолжается здесь. Но теперь она ведется не на физическом, а на энергетическом уровне. На сегодня сражение идет не только за территории или ресурсы, оно ведется за сознание человечества. В отличие от звездных войн прошлого, сегодняшний конфликт почти незаметен, но он гораздо опаснее. Конфликт идет внутри каждого человека. Признаки негативных программ – страх, слепое подчинение, конкуренция вместо сотрудничества, ощущение, что мир враждебен. Признаки пробуждения – чувство единства со всем живым, способность творить свою реальность, внутренняя свобода от системы. Почему же внеземные позитивные инопланетные расы действуют тайно, не помогая напрямую человечеству? Прямое вмешательство запрещено Галактическим кодексом невмешательства. Человечество должно дорасти до контакта самостоятельно. Темные силы слишком сильны в ТКП. Открытая война спровоцирует хаос. И ключевой момент – светлые инопланетные расы не спасают человечество. Они создают условия, чтобы человечество спасло себя само. Сегодня битва за будущее человечества происходит не только на полях сражений или в политических кабинетах, но и в секретных космических базах, о существовании которых не подозревает 99% населения Земли. Исход этой войны определит, останемся ли мы вечными рабами в чужой игре или, наконец, пробудимся, чтобы занять свое законное место среди звездных цивилизаций. На этом я пока завершаю данный рассказ.
И если вы желаете продолжения подобных раскрытий, пишите об этом в комментариях, и если их будет много, то мы продолжим. И на этом я с вами прощаюсь, но только до следующих встреч.